Друзья, всем привет! Меня зовут Влад, канал «Жить в России». Возможно, вас привлекло название этого ролика. Для тех, кто не знает, я скажу, мы семья, которая 17 лет прожила в Германии, и вот уже 14 лет, как мы переехали в Россию. Сами мы родом из Казахстана. Живем 14 лет в России, радуемся, всем довольны. Назло всем врагам. Итак, друзья, я зашел с сада с целью просто поделиться с вами своими впечатлениями. Будет маленький отрывок, полный ролик будет на нашем втором телеграм-канале, который называется «Жить в России 2». Обе ссылочки будут под этим видео. Заходите, подписывайтесь, смотрите. На втором канале очень много тоже интересного. Он канал молодой, недавно я его начал, там 1800 человек всего лишь. Вот на первом канале побольше, раз в 5 побольше. Для тех, кто любит нашу семью, интересуется нашей жизнью и так далее. То есть мы многим делимся с переселенцами, делимся с теми, кто живет в эмиграции, делимся нашей жизнью в России. Вот. Иногда меня обвиняют в том, что слишком уж все прекрасно, я говорю. Но на самом деле это мой взгляд, это мои глаза смотрят на эту жизнь. Это не значит, что я не вижу проблем. Я их вижу, но я их стараюсь не замечать, может быть. Или я не знаю, как вам это объяснить. Ну, проблема есть везде, в любой стране. Просто цель, может быть, этого канала показать людям Россию моими глазами. Другие блогеры, может быть, показывают Россию другими глазами. Да? Я знаю канал, который показывает просто все негативное, просто все плохое. И видно, что люди порой даже не понимают, на каком канале будет выставлен их контент или интервью их. Они говорят, что-нибудь говорят, там такие с них выжимают как-то и подводят к тому, чтобы ничего-нибудь плохое сказали. Вот. И это все вырезается потом, и чисто просто плохое вставляется. Но я думаю, что если бы потом этот блогер с ними встретился, они бы ему моську начистили. То есть, это вот есть такие крайности, да. Моя семья живет здесь 14 лет, мы довольны, мы счастливы, да. Мы прожили в Калининградской области немного, и уже половина этого срока, наверное, живем не в Калининградском, сейчас живем в Белгородской области. Вот. Несмотря на всю обстановку, нам очень нравится народ, нам очень нравится менталитет, нам очень нравится климат, нам нравится все растет, чернозем, спокойная, слава богу, тихая, спокойная жизнь. Это все нам нравится. А все, что не нравится, оно со временем проходит. Это мы знаем. Все. Думаю, ответил на этот вопрос. Сейчас короткая вырезка из этого ролика, полный ролик на нашем втором телеграм-канале. Смотрите. Итак, друзья, посмотрели, да? Сейчас я вам объясню, где это происходило и что это вообще все значит. То есть все это происходило в Германии. Болельщики немецкого футбольного клуба устроили сатанинское представление с призывом Люцифера во время одного из своих домашних матчей. Во время матча против Кайзерслаутена, который состоялся 29 марта, болельщики Кайзерслаутена шокировали спортивный мир, исполнив сатанинскую хореографию, которая изображала нечто похожее на ритуальное обращение к сатане на латыни. Конечно же, на латыни. Под сатанинским символом был развернут баннер с латинскими словами: «Услышь нас, Люцифер, восстань из бездны и забери наши души». No comment. Страшно говорить, но Кайзерслаутен одержал победу 3-1. Есть видео и с трибуны записанное, но такое видео не пропустит не только YouTube, такое видео не пропустит человеческий мозг, наверное. Друзья, 14 лет назад, когда мы переехали в Россию, нам писали гадости, нам писали плохое, и говорили, что вы с ума сошли, куда вы привезли детей, вы в своем уме, посмотрите, что в России, вы посмотрите, какая прекрасная Германия. Сегодня, если снимать, да просто даже о Германии, не надо снимать про Англию, Францию, другие страны, что там делается. Просто общее состояние той части Западной Европы, что там делается, что там творится. Я не знаю, это надо отдельный канал заводить, а мне эта тема не особо интересна. Наверное, многие из вас слышали выражение «благоразумный видит беду и укрывается». а неопытные идут вперед и наказываются. Это выражение взято из Библии. Оно как никогда
истинно отражает характеры людей. Как в отдельности каждого человека, который видит что-то вот не то и укрывается от этой беды, так и общих, ну, скажем, народов, масс. Меня удивляет просто состояние, вот это всеобщее состояние, вот это вот такое какое-то безумие, когда люди просто окунаются в какую-то... Они падают в эту бездну, и они кричат, что нам хорошо. Но я не знаю, как это... У меня до сих пор, кстати, не настолько богатая русская речь. Мой словарный запас, он не такой. У меня больше мыслей, чем слов я не могу высказать. Но я сегодня просто шокирован, смотря на то, куда идет эта страна, в которой мы когда-то жили. Кто-то мне писал, что мы такие неблагодарные, эту страну не благодарим. Она нам так многое дала. Я хочу здесь сделать небольшую пометочку. Что дает тебе сама страна? Вот ты приехал в любую другую страну, приезжаешь, тебе страна ничем не обязана. Ну, дали тебе въезд, право въезда, да? Все остальное от тебя. Если ты не сидишь на социальной помощи и постоянно тянешь оттуда денежку, лежишь на диване, щелкаешь семечки, смотришь телевизор и ругаешь российскую политику. Если у тебя такая жизнь, тогда да. Но, как правило, нормальные люди приезжают в другую страну, они пытаются, если их не ограничивает здоровье, конечно, я обязательно пометку эту делаю. Если они не лентяи, они начинают учиться, они начинают работать, они пытаются как-то в этой стране встать на ноги. Это нормально. И когда ты начинаешь работать, то твою работу тебе оплачивают. Ты получаешь не просто так деньги, ты их заработал, ты что-то отдал, чтобы что-то получить. Вот так это все выглядит для тех, кто не понимает. Поэтому, когда ты отдаешь свои трудовые ресурсы, да, то, опять же, выражение, может быть, слышали, трудящийся достоин пропитания. Это так. Другого быть не может. Поэтому ты получаешь зарплату. Кто-то говорит, что да, мне достаточно там в ляйфирме работать. Это в Германии есть такое. Да, кто-то говорит, нет, я хочу дальше. Он идет дальше, он устраивается на другую фирму, ищет себе лучшее место и получает более достойную работу, скажем. То есть это вполне нормально. Поэтому обвинять тех, кто что-то вывез, а что тут обвинять-то? С чего обвинять, когда люди заработали эти деньги? Они их не украли, они их заработали, они их взяли с собой. Нашли еще возможность сегодня их каким-то образом обменять, там как-то перевести в Россию, вывести из Европы. Это тоже героический шаг сегодня, ребята. Пройти кучу препонов сегодня люди переезжают, они не менее герои, чем те, которые раньше приехали. То есть люди реально идут на трудности, понимая, что их ждет. Они едут в Россию, понимая, что их детей могут призвать в армию, и они, может быть, даже на фронт отправятся. Они все это понимают, но люди едут. Я хотел бы подчеркнуть вот эту важность. Вообще в каждой стране важно, что к ним едут люди. Но конкретно по вопросу. Вот нам 14 лет назад говорили, какие вы дураки, ненормальные, дети вырастут, вас проклянут. Дети наши выросли здесь, 14 лет прошло, они учатся у нас на замечательные профессии, на высшем образовании. Младшие еще пока в школе, последний год заканчивают. Учатся хорошо. Все дети у нас учатся хорошо. Есть отличники круглые, есть хорошисты, скажем так. То есть больше пятерок с четверками, вот такое смешанное. Троечников у нас нет ни одного. Это ударники раньше назывались, да? Ударники. Я был ударником, кстати. Но ударники тоже люди, друзья. Так что вы видели, чем наполнена сегодня Европа. Кто уезжает оттуда, они же все это видят. Кто благоразумный, тот видит беду. Он видит эту беду, что она надвигается, он понимает, что скоро каюк всему, и он бросает все и уезжает. Он понимает, что его детям здесь будет опасно просто находиться. Страна, которую сатанизм охватывает, это опасное место, и люди выбирают Россию. Выбирают нашу страну. Уезжают в другие страны, где тоже еще жизнь более-менее, тоже уезжают. Я сейчас конкретно могу говорить только про Россию. Я не говорю сейчас, скажем, про другую какую-то страну Восточной Европы. Вы видите, что это просто летит все в пропасть. Это все рушится на глазах. И люди, видя это, они просто собирают свои вещи и говорят:
Да, я знаю, в России тоже будут трудности. Их не избежать нигде. Нет на земле райской страны, где нет проблем. Ты приехал, и просто все прекрасно, чудесно, и нет никаких забот. Такой страны нет. Да, экономические беженцы есть. Есть люди, которым просто вот там уже не вмоготу, даже материально. Почему? Потому что наши родственники рассказывают, говорят, 100 евро, ты в тележке, даже у тебя дно не закрыто в магазине. Ты покупаешь на 100 евро продуктов, даже тележка не закрыта. 100 евро – это 10 тысяч на наши деньги, грубо говоря. Да? Поэтому, друзья, сегодня становится все больше, наверное, скорее уже беженцев, чем просто таких вот переселенцев, которые, ну, скажем, в более спокойные времена сделали такой выбор, как бы посмотрели, подумали и просто уехали. Да? Я иначе как сказать, что просто мне Бог на сердце это положил, я не могу. То есть в свое время, слава Богу, мы сделали этот правильный выбор. Я не жалею, как можно жалеть об этом. То есть я убежден в этом. И мы очень рады, что действительно могли этот выбор сделать. Поэтому, друзья, я не перестаю говорить о том, что те, кто собрались, те, кто видит беду, те, кто хотят уехать, те, кто планирует, может быть, сомневаются, да, нет, решайтесь скорее, потому что реально тот западный мир, он просто катится куда-то в пропасть. И посмотрите, это все захватывает все больше и больше, большие и большие массы людей. Я не могу себе представить, чтобы у нас где-нибудь в России на футбольном матче или где угодно, не знаю, там фанаты взяли бы пентаграмму, выложили бы и написали эту молитву дьяволу и подняли этот огромный плакат, баннер этот дьявола. Но понятно, кому на радость это все делается. Ну, в России такого я себе представить просто не могу. На Западе это уже, ну, считается, наверное, крутым чем-то. Теперь вы можете понять, почему те же самые футбольные фанаты дерутся там постоянно, да, у них злоба, агрессия. Я думаю, что это не фанатизм футбольный конкретно, что хоть бы наша команда выиграла, классно, выиграла. Нет, посмотрите, здесь уже обращение конкретно к врагу душ человеческих, чтобы он им помог выиграть. И он им помог выиграть, конечно, ведь они пообещали взамен ему свои души. Вообще просто какое-то безумие. И люди просто не думают о том, чем это закончится. Я помню, был такой, я даже не знаю, что это за акция такая была. Мы еще жили в Калининграде, и я читал в новостях в Прибалтике. Напишите, друзья, в какой из стран это, где Эстония, Латвия или Литва. Значит, была такая акция, была какая-то сумма долларов. Ее можно было взять в долг и просто расписаться, дать подпись такую, что если я не верну в срок эти деньги, были обговорены сроки, то я отдаю свою душу тогда. Вот что-то в этом роде. И вы знаете, выстроилась очередь людей. Люди выстроились, они охотно, то есть люди, понятно, воспитанные в обществе, в котором нет Бога и нет вообще ответственности никакой, соответственно. Они думают, души нет, духа нет, человек живет, потом умер, его просто нет больше, его просто не существует. Конечно же, что там, да какая там душа? Да, конечно, деньги важнее. Давай, $1000 берет, расписку дает. И, а никаких обязанностей же нет. Никакого уголовного преследования за это тоже не будет. Никто тебя искать не будет. И это, я думаю, многих людей соблазнило и подумали, что я и отдавать не буду. И таким образом человек продает свою душу. Понятно кому. Вот. То есть такие вот какие-то опыты делаются, такие проводятся тестирования, и, как мы видим, успешно. И мы видим здесь, в этом ролике, они это делают, а остальные спокойно смотрят на это. И никто никак не реагирует, никто им не запретил. То есть это все вот так свободно все делается, с молчаливого согласия окружающих людей. Хотел поделиться с вами этой новостью. Хотел вам опять сказать тем, кто собирается приехать в Россию: приезжайте. В России вы такого не увидите, у нас такого нет. Подписывайтесь на наш канал, заходите к нам на Рутуб. Дзен, к сожалению, сейчас
переформатировал свое направление. Там теперь больше будут статьи, чем видео. Поэтому, друзья, я пока не знаю, что будет с Дзеном. И если что, дзеновцы, переходите на Рутуб, если вы не можете смотреть YouTube. Также в телеграм-канале, пожалуйста, всегда будет для вас какой-то контент, которого вы не увидите на других площадках. Жить в России 1, Жить в России 2, наши 2 телеграм-канала. Ждем вас, будем рады, если вы подпишетесь. С вами был Влад, канал Жить в России. Всем хорошего времени суток, всего доброго, пока-пока.